Всем привет! Сегодня будем разбираться с так называемыми улиточными выборами. Не будем рассуждать на тему фейковости выборов и говорить о том, что улитка все равно все сделает по-своему. Наше дело рассмотреть кандидатов и попробовать образумить наш электорат. Итак, нам предлагают выбрать из двух стульев. Либо оставить все как есть, либо снизить разницу между проигравшими и победителями за счет уменьшения прибыли за победу и увеличения прибыли за поражение. Для начала нам надо понять, как работает начисление награды. Есть базовая награда за ваши действия в бою, которая никак не зависит от победы или поражения, а зависит только от вас. Но в случае победы есть дополнительная награда, которая составляет некий процент от того, что вы навоевали в бою. То есть за поражение вы получаете свою награду по И и серебру, помноженной на 1. А в случае победы очки исследования умножаются на 2,2, а серебро умножается на 1,67. Тут важно понимать, что это множитель. И если вы весь бой простоите АФК, то даже в случае победы дополнительная награда будет стремиться к нулю. А если вы навоевали много, то и дополнительная награда за победу будет существенной. Улитка же нам предлагает изменить эти множители, и даже в случае поражения давать дополнительный множитель на очки исследования и серебро, равные 1 и 2. А за победу снизить до 2 по опыту и 1,47 по серебру. На практике расчет производится куда сложнее, однако мое простое объяснение достаточно корректно отображает суть и размер награды за победу и поражение. Более детально разобраться с тем, как это все работает, можно в статье Киафокса, ссылку на которую вы найдете в описании. Многие скажут, что подобные изменения негативно скажутся только на потных игроках с винрейтом 60 и больше процентов. А пиво с винрейтом около 50% это изменение никак не заметит. Тут я могу вам уверенно сказать, что данное утверждение ошибочное. Для начала отбросим все эти множители за победу и поражение и просто подумаем о том, какие бои чаще выигрываются, какие проигрываются. Всегда выигрывает та команда, которая сделала больше полезных действий, чем проигравшая. И соответственно в среднем у игрока победившей команды награда будет больше, чем у среднего игрока проигравшей команды, даже без учета множителей за победу или поражение. А так как улитка предлагает перекинуть не награду, а множитель награды с победных боев на проигранные, то эти лишние 20% от среднего победного боя почти всегда будут превосходить лишние 20% от проигранного боя. Для большего понимания приведу пример. Обычный 50% Васян покупает пакетный прям танк и идет катать в один респ. В боях, где у Васяна игра не заходит и его быстро убивают, создается дисбаланс, так как Васян уже слился и команда противника оказывается в большинстве. А возможно, противник был изначально более скилловым, и поэтому наш Васян помер. А так как уже создался дисбаланс команд, то бой, скорее всего, будет проигран. Но с новой системой за такой проигранный бой Вася получит на 20% награды по серебру и опыту больше за свои действия, чем при старой системе. А как мы знаем, насколько 0 не умножай, все равно будет 0. Однако наш Васян оказался не совсем Алешей, и в следующем бою он разыгрался, убил непоранговую БТшку, убил 2 55-ки, захватил точку и уже создал дисбаланс команд в свою пользу. И вот проходит время, Васян побеждает, но вот незадача. Те дополнительные 20% награды, которые Васян оставил в проигранном бою с нулями фрагов, он уже не получит в бою, где сделал 3 фрага, захватил точку и победил. Вроде как и там 20% награды, но, как говорится, есть нюанс. По итогу от новой системы выиграют только всякие 40% виталики, стоящие за респом и делающие фраги только в том случае, когда к ним на спавн приезжают враги, истребив всю команду виталика. Многим, конечно, команда трет в штаны и не дает побеждать, как, например, этим обитателям Reddit. Однако, если копнуть глубже, то становится ясно, что подобные бои являются лишь частными случаями. На деле такие игроки имеют 50% винрейта либо чуть больше. Но выше я описал, где новая система лишит этих игроков фарма. Я не отрицаю факта существования обидных боев, когда команда предательски сливается, а у тебя аж целых 8 фрагов. Однако если у игрока винрейт около 50% и ниже, то в этом виноват только сам игрок. И сейчас я объясню почему. Возьмем некий показатель абсолютного скилла, который целиком и полностью отражает эффективность каждого игрока. Где желтый — это среднестатистический игрок, играющий в КД1 и имеющий винрейт 50%. Красный — это руина,
а зеленый — бог-император, не совершающий ни одной ошибки. Теперь возьмем бесконечное множество случайных боев со случайными игроками и случайным исходом боя. Усреднив результаты этого бесконечного множества боев, мы получим примерно такое распределение игроков в каждой команде. Несмотря на то, что на входе мы не имели идеально сбалансированных команд, усредненный результат из бесконечного множества в любом случае покажет нам две одинаковые команды. Это все равно, что кинуть игральную кость один раз и получить рандомный результат от 1 до 6, или кинуть игральную кость 1000 раз и получить средний результат, стремящийся к 3,5. Все это я не выдумал и не взял с потолка, все это описывает теория вероятностей. Так как средние игроки в обеих командах одинаковые, то и средний винрейт и в красной и в синей команде будет также равен 50%. Единственное, что будет выделяться, это среднестатистический игрок, занимающий первую позицию. Он будет немного превосходить по скиллу остальную массу. Среднестатистические игроки, занимающие последние позиции в командах, также будут выделяться из основной массы, но уже более низким скиллом. Однако, средний скилл каждой команды все равно будет желтым, и поэтому в рамках нашего эксперимента можно пренебречь подобными девиациями, посчитав всех игроков за желтых. Теперь спроецируем полученные данные на конкретного Петю. Если средний скилл у всех игроков одинаково желтый, то и шанс победить будет равен 50%. Однако, теперь Петя на протяжении всего множества боев будет занимать место одного эталонного 50% игрока. И теперь идеальный баланс из бесконечного массива боев может пошатнуться в ту или иную сторону. Здесь уже все будет зависеть от того, как играет Петя. Если Петя скилловик и нагибатор, то он будет существенно повышать средний скилл своей команды, и соответственно вероятность победы будет возрастать, что в свою очередь повысит личный винрейт Петя. Если Петя лоу-скилл и руина, то его наличие в команде будет всегда понижать средний скилл команды, и аналогично винрейт Пети тоже будет падать. А чтобы не быть голословным, приведу в пример разных публичных игроков, имеющих большой винрейт. Далеко ходить не будем, начну с себя. Совместные симуляторные бои. Винрейт больше 70%. При том, что мне, как и всем, команда также срет в штаны. Далее РБ. Стример Huntress TV. Винрейт 75%. Када, Укус, 73% винрейта. Как вы видите, побеждать 3 из 4 боев более чем реально, если вы действительно скилловый игрок. Однако, если даже вы играете на свои честные 50%, в этом также нет ничего плохого. Главное, поймите, что новая система вам никак не ускорит прокачку и фарм, а лишь замедлит ее. В наше время, когда каждый игрок играет сам за себя, играет в удовольствие, а не на победку, или играет только в прокачку, большая награда по серебру и очкам исследования за победу — это единственное, что может оживить и без того пассивных игроков. А на этом все. Надеюсь, прояснил некоторые не для всех очевидные моменты. Изучайте теорию вероятностей, разбирайтесь в том, как работает казино, и всегда оставайтесь в выигрыше. И помните, обидно, конечно, сделать все для победы и проиграть, но еще обиднее выиграть и не получить соответствующие награды. Там почти каждый комментарий, типа, был не согласный с ним. Но у него все равно там было аплоутов что-то по 2000 или больше. Латентные бичары. Да, которым, типа, ну, написать Потому что те, кто голосовали за, еще писать не умеет.